Дисклеймер. В данном видео представленная информация и мнения могут не совпадать с точкой зрения автора канала. Все данные и материалы взяты из открытого источника в Telegram-сегменте, который позиционирует себя как полевой разведчик западных спецслужб. Автор канала не несет ответственности за достоверность или полноту информации. И отметим, что мы ни в коем случае не поддерживаем российский терроризм. Мы против путинского террора по отношению к Украине и всего мира. Слава Украине! Итак, полевой оперативник снова сделал несколько жестких и мощных инсайдов и слил информацию о планах ФСБ России по организации переворота в Армении. В Армении местные правоохранительные органы несколько дней назад задержали бомжей из Арбата, приняв их за перепелиных. Некоторые технические пояснения по поводу ротации Арбата и вопросы, которые постоянно задают, были готовы еще 25 августа. Однако из-за ухудшения моего здоровья после контузии и госпитализации я не смог их опубликовать. Поэтому сегодня будет опубликована та информация от 25 августа с добавлением преамбулы. Первое. Пополнение личного состава и ротация Арбата в июле и августе 2024 года имели субъективные причины. Батальон понес тяжелые потери с осени 2022 года, и этот его состав практически третий после неоднократных ударов на украинском фронте. За исключением командования, включая Абрика и других командиров из Вагнера, 2 из 3 первоначального состава уже обновлены, и армяноязычных бойцов практически не осталось. Технически батальон Арбат не отправляет своих штурмовиков прямо в Армению. Их переводят в Арбат-2 и только потом в Армению. В оперативных документах ФСБ они обозначены как Арбат-2. Де-факто Арбат – это проект САР и Езроса под руководством вагнеровцев армянской национальности с сентября 2022 года для Украинского фронта. Арбат-2 – это проект ФСБ России с июня-июля 2023 года исключительно для армянского направления и диверсионной работы в Армении. В Арбате разрешено набирать кого угодно, даже обезьян с планеты Нибиру. Однако в Арбат-2 для работы в Армении отбирают исключительно носителей армянского языка под руководством российских офицеров и кураторов ФСБ. Арбат-2 – это своего рода командированные, отпускники, добровольцы и так далее от Арбата. В Армении Арбат-2 подчиняется не пятнашке или Министерстве обороны, как Арбат в России, а прямо ФСБ. В советской и российской армиях существует институт командировочных. Когда ты начинаешь службу в одном подразделении, тебя могут неоднократно прикомандировать в другое подразделение, министерство или службу. Яркий пример – Гиркин Стрелков, который изначально не имел отношения к ФСБ, но был прикомандирован из Минобороны России в ФСБ, откуда и был уволен. Я сам за 8 лет службы в Армении по контракту трижды был прикомандирован из одного ведомства в другое, и мое мнение при этом никого не интересовало, поскольку я был контрактником, отмечает полевой оперативник. Ротация происходит как из-за тяжелых потерь, так и из-за того, что отпускников переводят в Арбат-2, а затем частями направляют в Армению, где они в сентябре под руководством ФСБ были задействованы в проекте «Сарбазан», вследствие чего были пойманы бойцами СНБ Армении. То же самое касается Дона Пипа и его штурмовиков из движения армянских крестоносцев. Это проект Горегина Б. и его команды уголовников. Для ясности, они похожи на украинских титушек, только вооружены и подчиняются Католикосу и Дону Пипа. Официально они зарегистрированы как движение армянских крестоносцев, а в оперативных документах ФСБ Российской Федерации упоминаются как батальон Актамберян, куда попадают добровольцы-армяне из России, в основном штрафники и должники Дона Пипа и его преступной сети. В целом у ФСБ в резерве еще остаются отбросы из батальона имени Багратуни, а у Министерства обороны России еще 2 подразделения, самые отборные и подготовленные, о которых я расскажу в другой раз. Подразделения Минобороны России до ноября не планируют задействовать в операциях, так как они предназначены для более серьезных действий. Второе. Постоянно спрашивают про прорыв 500. Откуда информация, как давно она у меня и о возможной утечке. О проекте «Прорыв 500» я узнал еще в августе прошлого года от участников разработки. Их привлекли к работе над проектом с 15 января 2023 года.
и она продолжалась до 1 июня 2023 года, когда разработка была передана на утверждение. Название «Прорыв 500» было связано с тем, что максимально допустимый срок реализации операции был до ноября 2025 года. Что касается официального номера дела и утвержденного названия, сейчас это, к сожалению, неизвестно, так как один из офицеров, через которого произошла утечка, сбежал из Москвы 24-25 июня 2023 года во время мятежа вагнеровцев и всеобщей паники в России. Я упоминал о прорыве 500 еще в мае на своем канале, когда на закрытом сербском канале для бывших офицеров Югославской народной армии обсуждались причины утечки информации о 12 тысяч вагнеровцах, а также устранение некоторых командиров Вагнера в октябре 2023 года около дороги к Эссухне, в том числе армянских манкуртов. Недавно пророссийские армянские телеграм-каналы и кремлевская агентура в преддверии запланированных на сентябрь беспорядков снова начали высмеивать тему 12 тысяч вагнеровцев, чтобы отвлечь внимание от переброски штурмовиков частями из России в Армению. Поэтому кратко напомню о ходе утечки и провале плана переброски вагнеровцев в Армению перед событиями 19 сентября 2023 года. Первая утечка о вагнеровцах произошла между 5 и 7 июня 2023 года, после визита старшего офицера оперативного управления Вагнера полковника Харина в расположение 1-го батальона армянских наемников в Эль-Камышлы. Командованию батальона было сообщено о решении перебросить их на территорию оккупированного украинского Луганска, затем в Ростов, а далее в Армению в течение всего августа. Подробности о планах участия вагнеровцев в первой части операции «Прорыв 500» с 16 по 21 сентября 2023 года личный состав не знал, однако слухи быстро распространились, и среди контрабасов началась паника. Так называли этот батальон из-за нелегальных связей с местными курдами СДФ. Основная причина была в том, что многие бойцы 1-й и 2-й рот были не только гражданами России, но и Армении, и имели там семьи. Я полагаю, что утечка произошла именно через 3-ю роту, рота бомжей, которая состояла из местных дезертиров и насильственно мобилизованных курдами дашнаков, а также из числа дашнакских наемников из Бейрута. Позже расследование, проведенное в октябре 2023 года, подтвердило, что утечка произошла именно из 3-й роты. Информация через свои каналы попала в круги НДП, Бевер. Но кроме одного бессмысленного шума ничего конкретного в инфополе не появилось, лишь слухи. Утечка исходила от рядовых 3-й роты, которые знали только о приказе собрать вещи и покинуть базу. Вторая утечка, вероятно, произошла после посещения полковника Харина 7 июня 2023 года во 2-й батальон, так называемые «самогонщики», в Хашаме. Им также приказали собрать вещи для отправки. Однако в этот раз утечка исходила от штабного офицера, который был осведомлен о резервах военторга от 102-й базы и пограничной службы ФСБ, о 12 тысяч единиц вооружения, подготовленных в Ереване на сентябрь 2024 года в аэропорту Эребуни, в Мегре и в Армавире. Я полагаю, что именно этот источник смог передать информацию с территории Российской Федерации в августе 2023 года, и эта утечка стала достоянием публики через канал «Баграмян-26». Источник не знал всех подробностей оперативного плана «Прорыв 500», поэтому число в 12 тысяч и стало восприниматься как численность вагнеровцев, но это было просто число подготовленного вооружения. К августу 2023 года, после июньского мятежа Вагнера и паралича в подготовке сентябрьских вооруженных провокаций, российская сторона располагала всего от 800 до 1200 бойцов, включая бомжей и остатки 2 выведенных из Сирии батальонов Вагнера, без какого-либо разумного плана «Б». План «Б» на май 2024 года и последующие действия был добавлен только в октябре 2023 года после провала 19-21 сентября. Третья утечка произошла уже в конце августа через 2 бывших старших офицеров армянской национальности Главного управления Российской Федерации, которые были подробно осведомлены о датах, именах, составе и планах. Информация была передана бизнесмену и бывшему военному гору Аматуне, который, рискуя, обнародовал ее. Хотя не все чувствительные данные были сказаны. Большая часть оперативной информации была скрыта, а затем дополнена западными коллегами.
Иранская сторона успела между 15 и 17 сентября предпринять необходимые меры, чтобы помешать планам России и Азербайджана. Ереван прекрасно знал о намерениях Москвы и Баку втянуть Армению в военные действия с 19 сентября для легализации атаки на Сюник и аннексии, но не поддался. Утечка из 2-го батальона в Хашаме, а также неполная осведомленность штабного офицера и ограниченный доступ информации Баграмян-26 к планам командования стали основными причинами, почему число зарезервированных единиц оружия для запланированного мятежа в сентябре 2023 года приняли за численность вагнеровцев. Хотя на самом деле их было всего от 800 до 1200 бойцов, но с боевым опытом и запланированной поддержкой от 102-й базы и пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Также неожиданным и трагическим фактором, который сыграл ключевую роль в провале первоначального плана «Прорыв-500», который был скорректирован в октябре 2023 года и начал реализовываться с мая 2024 года, стал стихийный мятеж Пригожина 23-24 июня. В результате вся российская часть плана на Армению в сентябре 2023 года рухнула. В прошлом году руководство Армении, можно сказать, удачно воспользовалось мятежом Пригожина и провалом отправки основных сил Вагнера в Армению в августе-сентябре, перед атакой 19 сентября со стороны Азербайджана. В этом году, в августе, украинские подразделения вторглись в Курскую область, что не только опустило репутацию Кремля ниже плинтуса, но и более чем на месяц создало серьезнейшую угрозу западным границам и вооруженным силам России. Как и в прошлом году с мятежом Вагнера, подобное везение для Армении и ее руководства не должно стать поводом для расслабления. В августе произошло важное событие для правоохранительных структур Армении. Было установлено постоянное стратегическое сотрудничество между правоохранителями США и МВД Республики Армения. Это ключевой элемент в противодействии попыткам переворота в Армении. О реакции Москвы и пятой колонны в Армении на это я уже говорил. Также в конце августа, перед запланированными акциями пророссийской агентуры, в Армению прибыли американские специалисты по кибербезопасности. Атака троллей, организованная пророссийскими телеграм-каналами, длилась всего с 1 по 5 сентября, и их быстро начали гасить. Это дает надежду, что руководство и правоохранительные органы Армении серьезно взялись за кремлевскую агентуру. И, наконец, постоянный вопрос. Почему утечки происходят с такой регулярностью, если у вас была информация еще в начале июня прошлого года и в начале января этого года? Отвечу кратко. Утечки организуются аккуратно, за определенное время до запланированных событий. Это делается для превентивного предупреждения и профилактики для правоохранительных органов не слишком рано, чтобы противник не успел изменить планы, и не слишком поздно, чтобы успели среагировать. К сожалению, реакция обычно запаздывает на неделю-две, пока американская сторона не подтвердит информацию, но лучше хоть так. Остальные 3-я и 4-я части операции «Прорыв-500» также будут опубликованы вовремя, с изменениями, если противник изменит свои планы. Народу Армении терпения и сил в борьбе за независимость и государственность. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустили самые важные новости мира и нашего региона.